Всех приветствую на канале. В данном видеоуроке вяжем красивый, модный, разноцветный мотив крючком. В работе я буду использовать вот такую пряжу Yarnart Jeans. Использовать можно маленькие клубочки любых цветов. То есть можно связать несколько мотивов разноцветных, соединить между собой, чтобы получился плед, одежда, наволочка на подушку, что угодно. Вязать буду крючком номер 2,5. Итак, приступаем. Так, начинаем светлой нитью, делаем кольцо амигуруми. Вытягиваем нить и провязываем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Далее в кольцо провязываем 2 столбика с 2 накидами. Первый столбик, 2 накида, второй столбик. Мотив совсем не сложный, здесь справится даже новичок. Далее снова 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И в кольцо соединительной петлей. Вот у нас получился один такой квадратик. Далее снова набираем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Столбик с 2 накидами. У нас в кольце должно быть 4 таких вот квадратика, 4 таких элемента. Снова столбик с 2 накидами в кольцо. И 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И соединительной петлей захватываем и в кольцо. Подтянули немного. Нам еще в кольцо провязать 2 таких квадратика. Набираем 1, 2, 3, 4. 2 накида. Снова 2 накида. Раз, два, 3, 4. И в кольцо соединительной петлей подтянули. И последний элемент. 1, 2, 3, 4. Раз, два, 3, 4. Все, это последний элемент. Мы соединительной петлей закрепляем, делаем воздушную петлю и обрезаем нашу нить. Все, обрезаем, вытягиваем. Здесь стягиваем наше кольцо. Ну, чтобы вот так вот получилось. Все, вот эти хвостики можно вот так связать, чтобы ничего не распустилось. Связали хвостики и спрятали их. Далее переходим к новому цвету. Берем далее нить другого цвета. У меня это будет оранжевый. Делаем узелок и берем наш цветочек. Смотрите, там, где была цепочка из 4 воздушных петель, любой берем квадратик, мы заходим, соединительной петлей закрепили и провязываем. 1, 2, 3, 4. То есть мы формируем второй ряд, делаем снова столбик с 2 накидами, провязываем под косичку над столбиком с 2 накидами предыдущего ряда. Снова 2 накида, следующий столбик под косичку.
Так, и провязываем 1, 2, 3, 4 воздушные петли и заходим под цепочку из воздушных петель соединительной петлей. Далее мы набираем 1, 2, 3, 4 воздушные петли, делаем столбик с 2 накидами и провязываем за арку из 4 воздушных петель. 1, 2, смотрите. И когда провязываем второй элемент, цепочку из воздушных петель мы не вяжем, а соединительной петлей идем. Вот у нас цепочка нашего белого прямоугольничка или квадратика, и 4-ю мы соединительной петлей фиксируем наш вот этот второй элемент. Далее снова набираем цепочку 1, 2, 3, 4, 2 столбика с накидом, и провязываем цепочку 1, 2, 3, 4 из 4 воздушных петель. Идем в арку из воздушных петель соединительной петлей. Набираем 1, 2, 3, 4, 1, 2 и в арку из воздушных петель провязываем столбик с 2 накидами. 1 и 2. Цепочку из воздушных петель здесь снова не провязываем, а фиксируем вот в эту самую вершину, в 4-ю воздушную петлю соединительной петлей. Вот как у нас получается. Проделываем, провязываем второй ряд до конца, то есть 1, 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Под цепочку соединительной петлей 4 воздушные петли. И фиксируем вот в эту 4-ю воздушную петельку. Провязать еще 2 таких элемента, как я вам показывала, сначала сверху, потом вот здесь. Смотрите, провязываем последний элемент. Мы подошли, вот где наш хвостик, к самому началу вязания второго ряда. И вот в эту петельку мы соединительной петлей все, мы провязали второй ряд, делаем воздушную закрепляющую петлю и обрезаем нашу нить. Вот какой мотив маленький у нас получился. Переходим к третьему цвету. Третьим у меня будет зеленый цвет. Так, делаем узелок и начинаем вязание в любой вершине. Берем любой мотив, да, в любой вершинке. Вот в 4-ю воздушную петлю я соединительный провязала и провязываю 1, 2, 3, 4. То есть сейчас суть точно такая же. Мы провязываем сначала в вершину по 2 столбика с 2 накидами. 1, 2. Размер мотива вы можете регулировать сами. То есть вы можете использовать сколько угодно цветов. Правда, цвета могут быть любые. Здесь понадобятся совсем маленькие клубочки. То есть хорошо использовать остатки маленьких клубочков. 1, 2, 3, 4. И соединительной петлей в цепочку соединили. Набираем 1, 2, 3, 4.
цепочку провязываем 2 столбика с 2 накидами. И когда мы провязываем по цепочку, да, мы четвертую, то есть мы вначале провязывали цепочку из воздушных петель, а в конце мы ее не провязываем, а фиксируем в цепочку из воздушных петель предыдущего ряда соединительной петлей. Раз, два, три, 4. 2 столбика с 2 накидами, опять же вершины. Вот цепочка, нам здесь ее не надо провязывать. Раз, два, три, 4. Четвертую воздушную петлю соединительной петлей. Раз, два, три, 4. Раз, два. Вершинки. И 4 воздушные петли. 4. Соединительной петлей в цепочку из воздушных петель. Раз, два, три, 4. Далее в цепочку мы опять фиксируем 2 столбика с 2 накидами и цепочку из воздушных петель в четвертую петлю соединительный столбик. Смотрите, и по такому же принципу мы провязываем каждую сторону. То есть здесь явно видно, где у нас будет какой квадратик, да, вот здесь он опять же фиксируется в четвертую воздушную петлю. Сверху опять провязывается сюда, сюда. То есть все логично. Идем до конца третьего ряда, свяжем еще четвертый ряд. Итак, мы провязали последний квадратик. Идем в наше начало четвертого ряда, фиксируем соединительной петлей. Еще воздушная петля и обрезаем нашу нить. Все, опять же, можно с обратной стороны связать узелочки и спрятать хвостики. И все, последний четвертый ряд я провяжу светлым цветом, как первый ряд. Вот пока что у меня получается. Еще будет четвертый ряд, и обязательно отпарю свой квадратик, чтобы показать уже вам готовый вариант. Так, снова делаем узелок из светлой нити. Берем наш мотив и в любую вершину. Так, соединительной петлей и провязываем 1, 2, 3, 4 воздушные петли. И снова проделываем то же самое. Провязываем 2 столбика с 2 накидами. Цепочка из воздушных петель. 1, 2, 3, 4. То есть здесь та же суть. Мы соединительной петлей. Далее мы в цепочку из воздушных петель вот эту провязываем 1, 2, 3, 4 воздушные петли и провязываем 2 столбика с 2 накидами. Цепочку из воздушных петель не вяжем, а в цепочку предыдущего ряда в четвертую петлю соединительной петлей фиксируем. И таким образом заполняем вот все вот эти наши квадратики. 1, 2, 3, 4. 1, 2. По такому же принципу, чтобы у нас ни один квадратик не остался незаполненным. 1, 2. И вот в эту грань, в четвертую петлю соединительной петлей и набираем 1, 2, 3, 4. Опять же фиксируем в четвертую петельку. 1, 2,
3, 4. 2 столбика с 2 накидами. Раз, два, три, 4 воздушные петли и соединительной петлей в арку. Все, смотрите, первая грань полностью провязана. То же самое проделываем со всеми гранями. Итак, провязали последний квадратик и закрываем наш 4-й ряд. Точно так же, как и все предыдущие ряды. Мы соединительной петлей делаем еще воздушную петельку и обрезаем нашу нить. Вытягиваем, прячем хвостики. Сейчас еще отпарю специально, чтобы показать ровненький мотив. Итак, вот такие у меня получились мотивы. Смотрите, здесь просто поменяла немножко цвет, и они уже разные. Один вариант, как их в дальнейшем соединить между собой. То есть вы вяжете необходимый вам размер, вы можете связать большой мотив. И далее я предлагаю просто заполнить вот эти уголочки. То есть, как я бы их заполняла. Так. Провязываем первую петлю, да, далее провязываем столбик без накида, полустолбик с одним накидом и столбик с одним накидом. Ну, это как вариант, чтобы просто края нашего мотива сделать ровными. Смотрите, вхожу опять же в 4-ю петлю из воздушных петель и соединительной петлей далее провязываю столбик без накида, полустолбик с одним накидом и столбик с одним накидом, и в 4-ю петлю из воздушных петель. Я просто делаю грань прямой, да, любым цветом вы можете делать. Сейчас вам покажу, как еще на углу будем провязывать. Опять дальше мы вяжем столбик без накида, полустолбик с одним накидом и столбик с одним накидом. Вы можете, вот у нас, например, вы сделали соединительной петлей, вы можете вот эту грань опять же сделать светлым цветом. То есть, как вот последний цвет у вас светлый, грань делаете светлым. Я вам просто, чтобы наглядно было видно. Так, снова столбик без накида, полустолбик с накидом и столбик с одним накидом. В 4-ю соединительной петлей вот эти верхние петли я просто иду соединительными. Так, захожу под арку соединительной петлей. Так, делаю воздушную петлю и провязываю снова здесь столбик без накида, полустолбик с накидом, столбик с одним накидом и так далее. Здесь соединительной петлей. Смотрите, когда вы сделали обвязку всего мотива, вот мы провязываем последнюю петлю, делаем соединительной, да, нить у меня уже обрезана, я ниточку вытягиваю, а теперь просто возьмем иголочку и сделаем последнюю искусственную петельку. Вот у нас начало вязания, вот первая петля, видите, нам первая не нужна, мы идем под вторую. Вот таким вот образом. И вот в эту косичку. Все. Сделали последнюю петлю.
сделали так красиво для дальнейшего соединения, чтобы у нас здесь не было никаких узелков. А с изнаночной стороны вот это можно связать и красиво обрезать хвостики. Все, смотрите, какой ровный красивый край. Обрезаем хвостики. И вот что у нас получается. Один мотив без обвязки, второй мотив я вот таким вот образом, такие полуквадратики обвязала, чтобы в дальнейшем их красиво соединить в одно цельное полотно. Как соединять далее по прямой, я вам оставлю в описании. У меня есть несколько роликов, оставлю на них ссылки. Если была полезна, от вас, пожалуйста, лайки. Всем пока-пока.